Привет всем! Только сейчас не перематывайте и дослушайте очень важную информацию. Вы на канале компании «АвтоСтронг». Компания «АвтоСтронг» привезла из Европы и Америки 100 тысяч очень качественных запчастей, которые ждут вас здесь, на нашем складе. Так что заказывайте и звоните нам. А также мы организуем вам быструю доставочку. И прямо сейчас нашу разборку ждет олдскульный, надежный 1.8 двигатель от Peugeot 406. Семейство двигателей XU появилось аж в 1981 году. В него вошли двигатели объемом от 1,6 до 2 литров. Во всех двигателях, кроме 2-литровых, алюминиевые блоки с помещенными в него чугунными мокрыми гильзами. Есть версии с 8 и 16 клапанами в ГБЦ. Среди моторов 1.8 2.0 есть турбированные, которые были созданы для раллийных болидов Peugeot, которые снискали очень больших успехов в ралли. Французы прекратили выпускать двигатель XU в 2007 году, однако 1.8 XU до сих пор производится по лицензии и ставится на Самант Хордо. Ну а сегодня мы разберем простой 16-клапанный мотор, который появился на Peugeot 406 в 1995 году. Этот двигатель надежен по механике и особых болячек не имеет. Его простая и долговечная конструкция может позволить ему пройти 500 тысяч километров. Но владельцу надо усвоить очень важных два эксплуатационных момента. Первый. Воздухозаборник на этом двигателе находится очень низко, поэтому форсировать глубокие лужи лучше не надо, потому что можно доедиться до гидроудара. И второй очень важный момент. Трубки системы вентиляции картерных газов зимой перемерзают, и при холодном запуске картерные газы могут выдавить все масло за 10-15 минут через щуп, о чем вам скажет индикатор давления масла, либо же вы почувствуете характерный запах в салоне. На 16-клапанном моторе установлен электронный блок Sagem SL96. У него есть врожденная неисправность, то есть чип, который отвечает за холостой ход, может перегореть. В этом случае холостые обороты начинают жить своей жизнью. То они высокие, то они низкие, то они плавают. Либо двигатель вообще может не заводиться без подачи газа. И фиксируется нестираемая ошибка по регулятору холостого хода. В таком случае можно перепаять старый блок, либо купить новый блок в «АвтоСтронге» и перешить иммобилайзер. Дроссельная заслонка на этом моторе механическая. Зимой она может преподнести немало сюрпризов. Она просто перемерзает. После снятия и установки дроссельной заслонки она нуждается в адаптации. Это производится на фирменном диагностическом оборудовании. Дроссельную заслонку иногда приходится снимать, чтобы чистить ее от маслянистых отложений. Кстати, вот тот самый регулятор холостого хода, который начинает чудить, когда что-то не так с блоком управления двигателя. Ну и сам регулятор нередко выходит из строя, то есть сломается его шаговый моторчик, либо подклинивает шток. Тогда обороты тоже начинают жить своей жизнью. На механической заслонке находится датчик ее положения. С ним тоже случаются проблемы, но они очень хорошо диагностируются. Если двигатель 1.8 держит высокие обороты до тех пор, пока не начнется прогрев антифриза, а именно пока стрелка охлаждающей жидкости не сдвинется, то проблема может быть в датчике охлаждающей жидкости. Он может выйти из строя, либо же будет обнаружен надрыв в его проводке. Пластиковый коллектор не отличается герметичностью. Если он не отличается герметичностью, значит возникают подсосы воздуха. Если возникают подсосы воздуха, значит обороты могут плавать. Это те самые трубки системы вентиляции картерных газов, которые зимой перемерзают. Перемерзают из-за чего? Из-за того, что скапливается конденсат. Конденсат берется из-за чего? Из-за коротких поездок, когда двигатель не успевает прогреться до рабочей температуры. И поэтому влага из картера не успевает испариться. Ой, кстати, чуть не забыл. Ой, чуть не забыл.
Симптомы конденсата – это такая бежевая масса, то есть она как желтый майонез. По сути, это смесь влаги с парами масла. Поддон у нас старый, ржавый, гермет не заводской, но масло чистое. В приводе ГРМ все просто. Зубчатым ремнем натягиваются два распредвала. Помпа... Чего? Кто я не то сказал? Зубчатым ремнем натягивается. В приводе ГРМ все просто. Зубчатым ремнем приводится в движение два распредвала и помпа, а натягивается все механическим натяжителем. Все, подожди, Паша, ну ты делай вид, что крутишь, но чтобы звука не было. Ты ж умеешь это делать. Вот эти раздельные клапанные крышки часто текут и требуют переуплотнения, то есть их снятия и установки на новые уплотнения. Кстати, как и в нашем случае, прокладка у нас дубовая. На середину 90-х этот двигатель был весьма прогрессивен, потому что у него алюминиевый блок, алюминиевая голова, 16 клапанов и гидрокомпенсаторы. Ну и по состоянию. По ходу в этом двигателе были очень большие масляные интервалы от замены до замены, и поэтому масло здесь осело таким черным, гадким налетом. Но несмотря на это, кулачки сохранились и находятся в очень хорошем состоянии. Так как у нас гильзы мокрые, а прокладка ГБЦ не лежит на плоскости блока, она контактирует непосредственно с антифризом. И поэтому мы можем наблюдать вот такие вздутия. В прошлом выпуске мы рассказывали про мотор ЦФНА с его неразвитым выпускным коллектором. Кликаем по ссылочке и смотрим. Здесь может показаться, что тоже неразвитый выпускной коллектор. Но обратите внимание, он устроен так, как на двигателях с твинскрольными турбинами. То есть потоки выхлопных газов здесь разделены. Причем разделены кардинальным и дорогим способом – перегородкой. Вот классические мокрые гильзы, то есть отлит блок, и в него помещены гильзы, в которых ходят поршни, а вокруг они омываются антифризом, поэтому они и мокрые. Короче, идея какая? Если что не так с гильзами, снимаем голову, снимаем поршни и просто снимаем гильзы и ставим новые. Если вы сняли голову, а гильзы менять не собираетесь, то коленвал прокручивать нельзя, потому что гильзы могут соскочить. Но так как нам очень интересно, мы попробуем это сделать. Павел. Гильзам соскочить не удалось, потому что смазка у нас слишком хороша, а на сухую это плохо. На сухую соскакивают? Нет. На сухую мы не пробовали, потому что это плохо. А цилиндры у нас в хорошем состоянии. Он присутствует. Задиров нету. В смысле? А цилиндры у нас в хорошем состоянии. Хон присутствует, задиров нет.
А вот так вот вынимаются гильзы. Может, поршень надо было сначала снять? Может быть, и надо было. Да. Случился небольшой косячок. Сначала надо достать поршень, а потом достанем гильзу. Сняли поршень, снимем гильзу. Вот так она и выглядит. Снизу уплотняется резиновым колечком, сверху прижимается ГБЦ. Этим поршням 20 лет, но до них не доколупаться. Все кольца подвижные, что маслосъемные, что компрессионные. И нету ни намека на закоксованность. Вкладыши тоже в хорошем состоянии, но видно, что они слегка пробежавшие. Вот здесь вот верхний вкладыш немного поела коррозия. Обратим внимание, что шатуны здесь плотно посажены на поршневые пальцы, то есть конструкция у них не плавающая. Обратите внимание на конструкцию маслосъемного кольца. Оно здесь радиально посечено. Многие не знают, для чего это надо. И мы не знаем. Шутка! На самом деле это технологический момент, чтобы при формовании кольцо сохранило свои скребущие свойства. Ну как вкладыши? Слегка потертый, но я еще походить. Минчанин. Паша, продиагностируй, пожалуйста, коленвал. Слегка потертый, но я еще походить. Ну а по факту есть потертости на шейках коленвала, но я думаю, что на скорость это не особо повлияет. Разборка закончена, и сегодня мы разобрали действительно надежный мотор. Так получилось, что в нем нет глобальных недостатков. В общем, если вы хотите знать о моторах все, подписывайтесь на наш канал, заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт, покупайте у нас только хорошие запчасти, смотрите наш мегапроект и биты Крашен, скоро выйдет 4-я часть. И помните, с вами была компания «АвтоСтронг».